Всем привет! Недавно я наткнулся на один очень интересный фреймворк по росту бизнеса, продукта или стартапа, который называется The Race Car Growth Framework. Интересен он тем, что его авторы предлагают рассмотреть, допустим, стартап как некий спортивный автомобиль, состоящий из разных элементов. Соответственно, ответ на вопрос, как растет наш продукт или стартап и какие есть способы увеличить его рост, лежат в умении системно улучшать элементы этого автомобиля. Давайте же посмотрим на этот фреймворк. Итак, начнем с двигателя. В автомобиле двигатель вырабатывает мощность, которая затем используется другими элементами машины для развития движения. Чем больше, при этом тем лучше. Что же в случае продукта может являться двигателем? Да, вспоминая известное утверждение, это в первую очередь реклама. Причем, разумеется, как реклама платная, так и бесплатная в социальных сетях, медийная, любой вид рекламы в данной ситуации будет являться двигателем, потому что будет привлекать как можно больше лидов, подписчиков и так далее, которые будут уже думать, да, использовать продукт или нет. Или, по крайней мере, надо будет дальше их в этом убеждать. Далее. Это все, что касается SEO. Чем больше людей, опять же, будут находить продукт в поиске на YouTube либо где-либо еще, тем, опять же, будет больше активностей. Третьим являются продажи. Сюда можно отнести работу отдела продаж, процесс найма новых продажников. И последнее в этом фреймворке считается виральность. Чем больше уже существующие клиенты, либо даже новые, будут рассказывать своим знакомым, друзьям, коллегам о продукте, тем, опять же, будет значительно больше приток лидов, новых пользователей и так далее. Соответственно, вот этот двигатель будет давать все то, что можно затем использовать. При этом, как мы видим, он сам по себе не может увеличить эффективность всей машины целиком, да, потому что если нет хорошего продукта, если не работают эффективно остальные части, про которые я расскажу позже, то, разумеется, никакой эффективности не будет. Однако, с другой стороны, и без привлечения новых клиентов, да, без развития отношений с существующими, да, без рекламы, без демонстрации и так далее, и так далее, и так далее, да, не будет достаточно клиентов, да, с которыми можно работать. Далее. Для функционирования двигателя нужно топливо. Топливом в случае продукта будут контент, инвестиции и работа с пользователями. С инвестициями все более чем очевидно. Да, чем больше денег, тем, соответственно, больше возможностей. Да, нанимать маркетологов, авторов контента, продажников, ну, а также увеличивать рекламные бюджеты до невозможности. Контент. Это более интересная вещь. Да, улучшение контента и рост его вообще числа, который генерирует конкретная компания, влияет на узнаваемость бренда и эффективность рекламы, что в свою очередь положительно влияет на эффективность двигателя. Например, контент может быть вирусным или очень уникальным, что привлекает внимание. Пользователи регулярно используют продукт, а значит, во-первых, могут использовать его еще чаще и больше, а во-вторых, становятся активной движущей силой виральности, привлекая новых клиентов. Также они отличный источник для инсайтов о том, как увеличить привлекательность продукта, потому что у них есть соответствующий опыт. Таким образом, мы видим взаимосвязь, да, между двигателем и топливом. Как оно есть в машине, так оно есть и в продукте. Одно влияет на другое. И взаимная оптимизация приводит к росту показателей продукта. Далее мы идем к смазочным материалам. По аналогии этого фреймворка, это некий комплекс мер по улучшению, который не увеличивает нечто напрямую. Да, как было в двигателе, например, мы увеличиваем число каналов продвижения, улучшаем рекламу. Да, или как было в случае с топливом, да, мы увеличивали какие-то ресурсы, например, деньги. То здесь это некие действия, которые позволяют автомобилю-продукту работать регулярно и без некоторых просадок.
таком случае мы отслеживаем три показателя. Это конверсия, удержание и активация. Влияние на конверсию позволит быть уверенным, что движение по воронке нигде не забивается и не стопорится. Действительно, как некое масло позволяет коробке передач вращаться, да, и не ломаться от этого. Метрика коэффициента активации показывает, насколько эффективно проходит взаимодействие пользователя с продуктом, например, с пробным периодом. И удержание показывает, как долго и сколь плодотворно уже имеющиеся пользователи используют продукт. И теперь мы можем перейти к тому элементу, который непосредственно влияет на движение. Назовем это условно педали. Все, что было до этого момента, существует несколько в пассивном режиме, который создает подспорье, да, для того, чтобы, когда движение начнется, чтобы оно становилось более и более эффективным или более стабильным. На что же может начать движение? Например, это нетворкинг. Да, друзья и коллеги, которым можно показать продукт, предложить показать другим своим друзьям и коллегам и так далее. Все это очень полезно на начальном этапе в особенности. Далее, точечный контакт с незнакомцами. Это все, что связано с холодными звонками, с теплыми звонками, с e-mail рассылками по какой-то отдельно взятой найденной базе. Далее, места скопления целевой аудитории. Это может быть как и какие-то офлайн места для клуба по интересам, так и онлайн. С разного рода сообщества, может быть, какие-нибудь бизнес-завтраки и прочие места, где можно найти людей, которым очень интересен продукт, и напрямую им об этом рассказать. Более широкий формат, да, и очень современный, это работа с инфлюенсерами. Да. Заключаем некое соглашение, да, с рядом блогеров, у которых ЦБ-аудитория хорошо соответствует нашему продукту. И это тоже такой вот очень точечный, быстрый способ рассказать и привлечь, заинтересовать клиентов. И создание вирального контента, который вызывает желание быстро среагировать на него. Да, это могут быть твиты, какие-то небольшие короткие видео, шортсы и так далее, и так далее. Может быть, сюда же можно вести даже некоторые конференции, на которые можно напрямую контактировать с теми или иными людьми. У одного из авторов этого фреймворка, кстати, есть отличный сайт-чек-лист по всем видам этих активностей по отдельности. Да, его можно использовать в работе. Соответственно, ссылку на него я оставлю в описании к видео. Теперь представим, мы, условно говоря, залили в наш автомобиль топливо. Начали движение благодаря педалям. Набираем скорость в границах той мощности, которую дает двигатель. Все работает слаженно благодаря смазочным материалам. Как мы можем еще повлиять на наш автомобиль-продукт, чтобы все стало еще более эффективным? Автомобильной аналогией здесь будет турбонаддув, который не является обязательной частью двигателя сам по себе, но дополнительно усиливает его эффективность. В контексте инструментов роста продукта это может быть, например, мощная пиар-компания в каких-то крупных СМИ, на телевидении или на радио, партнерство с известными личностями, медиаличностями, блогерами и так далее. Можно стать ключевым спонсором очень крупного мероприятия, например, какого-то спортивного или Евровидения, каких-то наград или номинаций. Чуть более скандальный путь – это основать или влезть в какую-нибудь спорную дискуссию на волне тренда. С этим, конечно, нужно быть поосторожнее, но это тоже очень эффективно, например, в Твиттере. Или пойти можно более прагматичным путем и создать некую виральную фичу. Например, предложить существующим пользователям предлагать премиальную подписку на сервис в обмен на скидку для них и для друзей, которых они пригласят. И последним элементом, который рассматривается, да, в контексте этого фреймворка, можно считать некий бортовой компьютер. Он считается максимально дополнительным элементом, который нужен скорее для возможности видеть широкую картину, для развития и масштабирования. Для этого можно расширить партнерство, расширить категорию продуктов, которые имеются в линейке, или попробовать выйти на другие рынки, например, зарубежные, либо в другие города. Итак, теперь, когда мы смотрим на всю эту схему целиком, возникает вопрос, как же это использовать? Есть 3 пути, которые можно анализировать как по отдельности, так и вместе. Первое, что можно делать, да, это использовать
подход как точка роста в проведении мозговых штурмов. Генерировать идеи, отталкиваясь от одного из элементов. Например, подумать, как увеличить конверсию, или какой создать новый контент и так далее. Другой путь– это сконцентрироваться на рефлексии и более сегментированно изучить ранее совершенные ошибки. Например, одна из частых ошибок стартапов– это усиленное внимание к какой-то яркой подаче продукта без настроенных процессов по обычным каналам и работе с уже существующими пользователями. И это можно представить как очень большую концентрацию внимания на турбоускорении, но при этом не учтение того, что происходит на уровне масла и двигателя. Либо совершенно наоборот. Да, например, может быть чрезмерное внимание к маслу, да, к работе с конверсией и удержанием, и при этом отсутствие попыток как-то ускорить этот процесс. Это приводит к тому, что вы оптимизируете небольшой поток пользователей, но не привлекаете массово каких-либо новых. И, наконец, третий вариант. Этот фреймворк может помочь с продумыванием стратегии роста. Например, это можно сделать вот таким вот путем. На начальной стадии этого процесса есть смысл в первую очередь сконцентрироваться на педалях, чтобы запустить само движение. Да, наращивать мощность двигателя и понемногу добавлять ускорители. Как только все это будет хорошо работать, да, инвестируем в оптимизацию смазочных материалов и усиливаем турбоускорение. Как только и это начнет хорошо работать, можно уже перейти к какому-то широкомасштабному масштабированию и перейти, по сути, к началу этого цикла. А в данном случае топливо, понятно, что нужно на абсолютно любом этапе. Вот такая модель. На мой взгляд, ее необычность позволяет со совсем иной стороны посмотреть на продукт, что всегда очень полезно с точки зрения инсайтов. Такой фреймворк, с одной стороны, полезен для того, чтобы увидеть, с чего можно начать анализ роста продукта и его инструментов. С другой стороны, он позволит находить какие-либо слабые места, которые тормозят развитие, при этом видя всю систему целиком, что полезно для того, чтобы не терять из фокуса внимания одну активность в пользу какой-то другой. Если интересно разобраться самостоятельно, то в описании есть все ссылки на оригинальные статьи авторов этого подхода, а также ссылка на наш телеграм-канал. Всем успехов и удачи!